Всем привет! С вами Алексей Наумов, шоу «Разбор». Сегодня мы поговорим об Иране, о самом страшном, смертоносном и важном иранском оружии. Наверное, это ядерное оружие, скажете вы. Так? Да не совсем. Разберемся. В апреле 2024 года Иран отомстил Израилю. По еврейскому государству было запущено более 300 ракет и дронов камикадзе. Иран мстил за удар по своему консульству в Сирии. Тогда Исламская республика открыто сказала, что если Израиль нанесет удар по иранским ядерным объектам, тогда Иран сможет поменять свою ядерную доктрину. Это скрытая угроза, в общем, всем стало понятно. Если вы ударите по нашим ядерным объектам, ждите ядерный Иран. Но, казалось бы, Иран уже давно мог стать ядерным. Наличие его ядерной программы — это не секрет. О ней открыто сообщалось и международными наблюдателями, и самими властями Исламской Республики. Даже была иранская ядерная сделка, из которой Дональд Трамп потом по какому-то своему импульсивному решению вышел. И тут даже стало известно, что за прошедшие годы Иран настолько близко подошел к созданию ядерного оружия, что сейчас может изготовить необходимое количество обогащенного урана за несколько дней и буквально получить атомную бомбу. Но почему-то он этого не делает. Почему? Ответ на этот вопрос можно найти в интересных событиях 2023 года. Тогда Соединенное Королевство, Франция и Германия пригрозили снова ввести санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, если Иран обогатит уран до оружейного уровня или передаст баллистические ракеты России. В ответ Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. И почему-то ретивость европейских грандов куда-то улетучилась. Санкции снова введены не были, и от Ирана в каком-то смысле отстали. От Ирана требуют не обогащать уран до уровня в 90%, и он это делает. С октября 2023 года, когда бойцы Хамас напали на безоружных израильтян, Иран начал новую кампанию по силовому воздействию на регион. С помощью подконтрольных или союзных себе групп он начал атаки против транзитных путей, против кораблей, которые перевозили грузы по морю. И всегда вот этот его ядерный статус оберегал его от ответных действий. То есть Иран, будучи пороговым государством, это такой термин, который означает страну, которая очень близко подошла к производству ядерного оружия, уже получает от этого свою геополитическую прибыль. Для этого само ядерное оружие, которое дорого и опасно, не нужно. И у Ирана уже удается получать все, что ему нужно. Иранские угрозы не пусты. Например, стало известно, что в декабре 2023 года Иран так настроил свои центрифуги для обогащения ядерного материала, что они произвели небольшое количество урана, обогащенного до уровня 84%. То есть это еще не 90 оружейный уран, но уже близко. И понятно, для чего это было сделано. Дело в том, что международные наблюдатели, конечно, это заметили и обратили на это внимание. И Иран уже лишний раз напомнил своим противникам, что ему есть что противопоставить, что если уж надо будет, атомную бомбу он сделает. Комментарии официальных лиц Ирана также регулярно касаются темы ядерного оружия. Вот, например, комментарий руководителя иранской ядерной программы Мохаммеда Эслами. Он дал этот комментарий в январе 2024 года. Оружие массового поражения никогда не были частью нашей оборонной доктрины. Но способность произвести ядерное оружие уже обеспечивает гарантию от нападения. Нам не надо обесценивать наши достижения, говоря, что мы еще не там, мы еще ничего не сделали, сказал господин Эслами. Примечательно, что это его заявление активно расходилось по медиа и социальным сетям иранских политиков. Мы понимаем, что без благословения аятоллы Али Хаменеи этого бы быть не могло. Он не единственный, кто об этом говорит. Давайте посмотрим, что говорит предыдущий руководитель ядерной программы Ирана Али Акбар Салихи. Иран пересек все научные и технические пороги, необходимые для производства ядерного оружия. Вот, например, что необходимо для производства автомобиля? Вам нужен кузов,
двигатель, рулевое колесо, коробка передач. И если вы спрашиваете, есть ли у нас коробка передач и двигатель, то я отвечу вам: да, есть. И когда происходит что-то плохое для Исламской Республики, Иран всегда говорит: да, наша военная доктрина не меняется, но если существование нашего государства будет поставлено под угрозу, тогда мы прекратим доступ на наши ядерные объекты инспекторов и, возможно, как-то нашу доктрину чуть-чуть изменим. То есть само необладание ядерным оружием становится одним из самых сильных аргументов Исламской Республики против внешнего воздействия. Вот та самая пороговая история, когда вы максимально близко к ядерному оружию подходите, вроде вводить санкции за то, что вы его сделали, нельзя, вроде вы его еще не сделали, но все, что называется, бенефиты, все положительные стороны обладания ядерным оружием вы получаете. Положительные стороны я имею в виду, конечно, дипломатические и политические. Как долго будет продолжаться такая иранская политика? Интересный вопрос. Но есть одна примечательная дата. Это октябрь 2025 года. Дело в том, что тогда заканчивается техническая дата проведения переговоров по иранской ядерной программе, и когда этот день наступит, да, октябрь 2025 года, тогда, в общем-то, вопрос иранской ядерной программы будет формально убран с повестки Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Тогда Иран, казалось бы, получит две цели сразу, убьет, что называется, двух зайцев, и сохранит свой пороговый статус практически ядерной державы и все положительные стороны, которые ему приносят этот статус, и разрушит, буквально развалит международный санкционный режим, который был выстроен Советом Безопасности ООН. Конечно, новый санкционный режим вряд ли будет согласован. Мы сомневаемся, что Россия или Китай такого рода режим поддержат. А мы помним, что в Совете Безопасности ООН у России и у Китая есть право вето. В таком случае, конечно, ничто не мешает американцам или Европейскому Союзу ввести самостоятельные санкции, но мы понимаем, что этот режим будет не таким сильным. Что толку в санкциях, если Россия и Китай эти санкции уважать не будут, и торговлю с Ираном все равно будут вести? С другой стороны, Иран, конечно, тоже не будет рад, что санкции США и Европейского Союза действуют. Вот, например, новый иранский президент, господин Пезешкиан, уже в своей инаугурационной речи заявил, что, казалось бы, он готов к переговорам с Западом. Возможно, здесь Западу стоит прислушаться к иранским озабоченностям в сфере безопасности. Чего Иран боится? Иран боится разрушения, потери государственности. Иран буквально боится смерти. Мы видим, как в Тегеране убивают руководителя Хамас, буквально, в столице иранской, который как раз приехал на инаугурацию господина Пезешкина, и мы понимаем, что аятоллы нервничают, да, и если США не хотят получить полноценный ядерный Иран с разваленным режимом санкций, нужно идти на какие-то соглашения и на какие-то компромиссы. Понятно, что Соединенным Штатам Америки сейчас не до этого. Впереди выборы, и мы понимаем, что господин Трамп, если придет к власти, будет максимально жестко настроен к Ирану. А о внешнеполитических устремлениях Камалы Харрис пока и говорить рано, они, в общем-то, особо и не сформулированы. Так что мы понимаем, что ядерная программа Ирана, которая обеспечивает ему все преимущества от обладания ядерным оружием без обладания этим ядерным оружием, никуда не денется. И если Западу хочется как-то с Ираном взаимодействовать, он должен это учитывать. Интересы России и Китая здесь также можно проследить. Мы понимаем, что Россия и Китай, как страны, обладающие ядерным оружием, не заинтересованы в его дополнительном распространении. Но и тут у Ирана есть козырь. Как он не спрашивал Запад, хочет ли Запад, чтобы Иран обладал ядерным оружием, так и у России с Китаем спрашивать он этого тоже не будет. Вот тот самый новый мировой порядок, та самая многополярность, о которой мы часто говорим в нашей передаче, вот так она и выглядит. Малые страны, относительно малые, да, не сверхдержавы, получают ядерное оружие, и никто ничего с этим сделать не может. Вот такой мир, такие времена. С вами был Алексей Наумов и шоу «Разбор». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк, это важно, и оставьте комментарий,
и напишите, в чем бы вы еще хотели вместе разобраться. Спасибо.